Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. В прошлом видео мы связали с вами из трикотажной пряжи вот такую вот корзинку, зефирку с деревянным донышком. Такие пышные столбики. В этом видео я покажу, как связать корзинку узором диагональ, также с деревянным донышком. Этот узор подходит также для сумок, для рюкзаков. Внутри у нас также ровненько. Посмотрите, нигде нет перехода. И с этой стороны, снаружи, тоже все ровненько. Вязать я буду с такой же трикотажной пряжи бисквит в таких же цветах. Это у нас цвет колокольчик, Ниагара и сливочный. Для вязания нам потребуется деревянное донышко 15 сантиметров и крючок для обвязки донышка номер 5 и для самих стенок крючок номер 8. Корзинка у нас получилась в диаметре 16 сантиметров, а высоту 9 сантиметров. Итак, приступим к вязанию. Приятного вам просмотра. Для начала мы провяжем в донышке вот эти вот отверстия с соединительными петлями. Берем крючок номер 5, вот такой вот кончик небольшой оставляем, 10-15 сантиметров. Заводим крючок в отверстие и вытягиваем петельку. Петельку протянули. Теперь кончик оставляем, берем рабочую нить, заводим крючок в следующее отверстие и вытягиваем петлю, провязываем. Следующее отверстие и снова провязываем. Вот такими вот соединительными петлями провязываем все отверстия. И у нас получается такая вот косичка ровная. И довязываем до конца. Здесь покажу уже, как сделать соединение. Довязали до конца, у нас осталось последнее отверстие. Вводим сюда крючок и уже захватываем не рабочую нить, а кончик, который мы оставляли. Вытягиваем его и через петельку протягиваем. Полностью вытянули. Теперь крючок мы должны ввести вот под вот эту косичку. И кончик сюда протягиваем. Теперь мы его должны ввести вот сюда, вот, в центр этой косички. С обратной стороны крючок вводим в отверстие, центр косички, захватываем нить и вытягиваем. Вот так вот мы завершили вязание. Этот кончик мы будем укладывать вдоль вязания и провяжем. Теперь мы будем делать обвязку донышка и делать прибавки. Прибавки нужны для того, чтобы ваша корзинка не сужалась. В моем донышке 34 отверстия. Я буду делать еще 6 прибавок. Получится 40 петель. Для такого узора нам нужно четное количество петель. В вашем донышке может быть другое количество отверстий. Может быть 35 отверстий. Вы тогда делаете 5 или 7 прибавок на приблизительно одинаковом расстоянии. Я покажу на моем донышке в 34 отверстия, как я делаю прибавки, на каком расстоянии. Находим отверстие, где у нас выходит вот этот вот кончик. Сюда вводим крючок и захватываем рабочую нить. Протягиваем и провязываем столбик. При вязании надо обратить внимание на то, чтобы вот эта нить у вас лежала, вот эта бороздка кверху. Далее, снова в это же отверстие мы провязываем еще один столбик. Провязали столбик. Вот мы сделали здесь прибавку. 2 столбика в одно отверстие. Далее мы провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 5 одинарных столбиков. И там снова будет у нас прибавка.
Вот этот кончик укладываем вдоль вязания. Провязали 5-й столбик. И в следующее отверстие мы уже делаем прибавку. Провязываем сюда 2 столбика. Один столбик и второй в это же отверстие. Сделали прибавку. Теперь снова провязываем 5 столбиков. Пятый столбик и в следующее отверстие прибавку 2 столбика. Провязали 2 столбика. Затем мы провязываем уже 4 столбика. 1, 2, 3, 4 столбика. И в пятую мы будем провязывать прибавку. Четвертый столбик. И делаем в следующее отверстие прибавку. 1 столбик и второй. Далее мы провязываем 5 столбиков. Пятый столбик и снова прибавка. Далее 5 столбиков идет прибавка. И в конце у нас уже останется 4 столбика провязать. Провязываем до конца. Встречаемся с вами здесь. Покажу, как сделать соединение. Провязали последний столбик. Теперь вытягиваем петельку. Находим вот здесь вот косичка. Заводим крючок с обратной стороны. И захватываем нашу петлю. Вытягиваем. Теперь заводим крючок. Вот здесь у нас вот 2 нити. Заводим посередине. И с этой стороны находим такую вот перемычку. Заводим под перемычку. Вот эту петельку мы накладываем на крючок и затягиваем. Вот так вот должно у вас получиться. Теперь захватываем рабочую нить и вытягиваем. Ее провязываем. У нас вот так вот получается столбик. Теперь мы будем первый ряд вязать столбиками без накида. Далее вот у нас идут косички. Заводим за верхнюю вот эту косичку и под перемычку. Заводим крючок под вот эту перемычку. Вытягиваем и провязываем. Далее точно так же
под перемычку, вытягиваем петлю и провязываем столбик. Итак, вяжем весь первый ряд столбиками без накида. Довязываем до конца. Здесь сделаем соединение и перейдем уже к основному узору. Провязываем последний столбик. И сделаем сейчас соединение первого ряда. Вытягиваем петлю побольше. Заводим крючок под вот эту вот косичку. Вот он наш столбик первый. Вот идет косичка. Захватываем нашу петлю и вытягиваем. Теперь мы вытягиваем нить, чтобы у нас получилась петелька большая, чтобы мы смогли через нее продеть наше деревянное донышко. То есть вот так вот мы ее вытянули. Такая у нас петля получилась. Теперь продеваем в эту петлю наше донышко. Таким образом. Берем рабочую нить и ее тянем. Получается, наша петелька стягивается. И вот таким образом мы соединяем наш первый ряд. Соединили ряд. Теперь мы будем вязать уже основной узор. Теперь берем крючок номер 8. Находим, у нас вот идет галочка. Мы крючок заводим под галочку внизу. Заводим крючок под галочкой и захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Вот так вот вытянули. Достаточно, она должна быть такая длинная, то есть выше вот этих вот столбиков наших. И провязываем. Сюда же, в это же отверстие, мы провязываем снова еще один столбик. Заводим крючок снова в это же отверстие. Не забываем, наша нить должна лежать бороздкой кверху. Тогда, когда мы вытягиваем нить, она будет выходить гладкой стороной. Вяжем не туго, свободно. Провязываем 2 петельки. Нить вот так здесь слегка подтягиваем, чтобы вот эта петелька у нас не была слишком вот такой свободной. Подтянули. Теперь пропускаем одну галочку, заводим крючок под следующую, получается через одну, вводим крючок, вытягиваем, вытянули и провязываем 2 петельки вместе. Снова в это же отверстие провязываем еще один столбик. Вытягиваем. Эта петля должна быть на одном уровне с вот этой петелькой. Провязываем 2 петельки. Подтянули немного. Пропускаем снова один столбик. Под второй вот этот вводим крючок. Вытянули, провязали. И сюда же второй столбик. Два столбика. И так мы вяжем до конца ряда.
через один столбик. Пропускаем один, под второй снизу вводим крючок и провязываем 2 столбика. Снова пропускаем, снова 2 столбика. Доходим до конца ряда. Здесь я покажу, как сделать соединение. Довязали до конца второй ряд. Теперь мы будем делать соединение. У нас здесь осталась последняя эта галочка не провязанная. Она так и должна остаться, потому что мы чередовали, шли через одну. Теперь вытягиваем петельку, находим вот эту вот косичку, заводим крючок с обратной стороны и протягиваем нашу петлю. Протянули. Теперь находим здесь вот эту вот нить. Получается, у нас 2 галочки. Заводим крючок под вот эту крайнюю нить. И крючок заводим вот в это отверстие под ней. Накладываем нашу нить на крючок и затягиваем. Затянули. Теперь берем рабочую нить и провязываем петельку вот таким образом. Вытянули и провязали. Снова крючок вводим в это же отверстие, провязываем второй столбик. Вот у нас получилось 2 столбика. Затем находим следующий второй столбик из 2. Вот он, первый, второй. Крючок за крайнюю вот эту петельку вводим и снизу здесь вот в это отверстие. Крючок у вас будет выходить вот здесь вот такие вот у вас есть как бы галочки. Вот сюда будет выходить крючок в центре прям. Провязываем 1 столбик и в это же отверстие второй столбик. Далее снова находим второй столбик, под крайнюю вот эту петельку заводим крючок и снизу в отверстие втягиваем 1 столбик и второй. Далее второй вот столбик, под крайнюю петлю заводим крючок в отверстие. Вот с этой стороны. Смотрите, где он выходит. Прям в центре. Вот здесь вот. И точно так же провязываем 2 столбика. И второй столбик. Провязали. И таким же образом вяжем до конца ряда. Здесь покажу, как соединять, и перейдем на другой цвет. Довязали до конца ряд. Теперь мы сделаем соединение, и следующий ряд мы будем вязать уже другим цветом. Поэтому эту нить мы обрезаем. Нить полностью вытягиваем. Находим вот здесь вот косичку. Крючок заводим под нее и вытягиваем. Теперь мы этот кончик должны завести вот сюда. С обратной стороны вводим крючок и вытягиваем. Так вот мы сделали соединение. Теперь этот кончик мы можем сразу здесь его провязать. Вот так вот за вот эти задние стеночки петли. И тогда в процессе вязки нам не придется его укладывать вдоль вязания.
Спрятали наш кончик. Теперь мы будем вводить нить другого цвета. Для этого берем нашу нить и находим. Вязать можно начинать в любом месте, то есть не там, где мы закончили вязание. Находим также вот наши 2 галочки, вот эту вот вторую. Заводим крючок под крайнюю петельку. Вот так вот. И внизу вот в это отверстие. Вытягиваем нашу нить. И провязываем. Кончик наш укладываем вдоль вязания, провязываем вместе. В это же отверстие снова провязываем второй столбик. Провязали 2 столбика. Следующее, вот 2 галочки, во вторую крайнюю петельку заводим и под ней вот это отверстие. Втягиваем, провязываем и сюда же второй столбик. Вяжите более свободно, сильно не стягивайте петельки. Уже видны вот такие вот диагональные полосочки. Теперь далее мы вяжем самостоятельно. Как поменять цвет и перейти на следующий ряд, я вам показала. Вяжем столько рядов, сколько вам необходимо. Меняем цвет. Следующий ряд можно продолжить таким же цветом, либо поменять. Все на ваше усмотрение. Далее я уже покажу, как завершить вязание, сделать обвязку края корзины. Провязала я 7 рядов. Теперь мы будем делать соединение последнего ряда и переходить к обвязке края. Вытягиваем нашу петельку. Так, заводим крючок под косичку с обратной стороны и вытягиваем петлю. Теперь находим, вот у нас 2 столбика идет, вводим крючок между ними под вот эту вот косичку. И эту петлю мы протягиваем вперед. Так вот вытянули. Теперь будем делать обвязку края соединительными петлями. Для этого мы вводим крючок в следующее отверстие, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем вот так вот. Теперь в следующее отверстие вводим крючок и также провязываем. Получается, мы крючок вводим вот под вот эти вот косички. То есть вот они, наше отверстие. Вводим крючок и провязываем. Туго не вяжите, чтобы край корзины ваш не стянулся. И так провязываем вдоль всей корзинки. Таким образом у нас будет получаться по краю вот такая вот косичка. Довязываем до конца, и здесь я уже покажу, как соединить. Осталось последнее отверстие. Провязываем. И теперь мы здесь сделаем соединение. Нужно будет обрезать нить. И полностью ее вытягиваем. Теперь вводим крючок под вот эту вот косичку, самую первую. Можно взять крючок поменьше, чтобы удобнее было.
и протягиваем нить. Вот вытянули. И вот этот кончик мы должны ввести вот сюда. С обратной стороны вводим крючок, выходим вот здесь вот в серединке и вытягиваем. У нас получилась точно такая же аккуратная косичка. И кончик мы теперь прячем. Спрятали кончики. Вот такая вот корзинка у нас получилась с деревянным донышком. Очень красивый узор. Теперь нам осталось только отпарить корзинку паром. И вот так вот руками можно придать форму, чтобы она была более такой выпуклой. И оставить ее просушиться. Всем спасибо за просмотр. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал.